Здорово, путешественники! Это видео будет немножечко отличаться от всех остальных. На моем канале, конечно же, превалирует тема узкоколейных железных дорог. Широко шагая по узкой колее, грубо говоря. Но также есть менее популярный раздел, это Van Life. Это жизнь в автодомах, это путешествие, это свобода. То, без чего, в принципе, наверное, было бы немножко тоскливо ездить по узкоколейкам. И вот сейчас эти темы объединяются в одну удивительным образом. Зрители моего канала уже, наверное, узнали этот вокзал. Мы находимся в поселке Юбилейный в Новгородской области. Здесь расположена узкоколейка Кушаверского торфпредприятия, которое живет и здравствует даже в нашем 2023 году. И, в принципе, все у всех хорошо. Как я оказался здесь? Возвращаясь из Казахстана, уже подъезжая к России, проехав Петропавловск, на парковке вдоль трассы я заметил странный автобус. Какой-то он немножечко наклейки, какие-то штуки. Знаете, так бывает, что ой, да ладно, да бог бы с ним. Вот я вам предлагаю против этого отныне начать бороться, потому что жизнь она одна, и другого такого шанса не будет. Короче, я сдал задним ходом и вижу, что это автодом. Стоит себе и стоит, слышу шевеление внутри. Я подошел, тук-тук-тук, is anybody home? И там оказалось, что кое-кто и проживает. Значит, семейная пара. Муж, жена, двухлетняя дочурка. Ребята из Китая. Уже больше 2 лет они живут на постоянку в этом автодоме, путешествуют. И вот мы оказались здесь. На станции Кушаверского торфопредприятия, поселок Юбилейный. Сейчас, почти что разбиваем кемпинг. Значит, суть в чем? Мы еще разочек с ребятами встретились в Москве. Я им помог с жидкостью для туалета. И разболтались, до ночи болтали. Причем, что интересно, болтали как? Ребята китайцы. По-русски они знают только, пару слов. Я по-китайски знаю того менее. Английский у нас на уровне London is the capital of Great Britain. И все. Тут на помощь приходит переводчик Google. 2 телефона, один с китайского на русский, другой с русского на китайский. И прекрасно общались. Люди, знаете, как... Путешественник это что-то, наверное, наднациональное, и взгляды на мир у путешественников в принципе схожи, вектор жизни, наверное, я бы так сказал. Да, тут оказалось точно так же. В общем, разговорились и пригласил их сюда. Сейчас мы ждем начальника железнодорожного цеха Кушаверского торфпредприятия Сергея Анатольевича, и с его, я надеюсь, разрешения и благословения я бы хотел прокатить наших китайских гостей по замечательной узкоколейке. Ребята разложили штуку для отопления, такой интересный, очень странный отопитель с антифризом, и вот он пищит. И тут такая штука, я, честно говоря, опасаюсь, как бы никто их за шпионов не принял. Но я вам сейчас покажу. Hi guys, we're on camera. Hi, and what are you doing? Вот эта странная штука. Machine have a big problem. This machine have big problem. Большая проблема. Собственно, газ, горелка газовая. Здесь можно крутить, делать огонь сильнее, слабее. Вот в этих трубках идет антифриз. Здесь расширительный бачок. Сейчас я вам покажу. Так. Вон там жижа. Эта штучка еще зарядку делает, но она пищит, и ей что-то не нравится, и мы не можем понять, что. Это спонсорский подгон ребятам. Собственно, ребята настолько профессионального уровня, что они живут за счет спонсорских выплат. О, is it work? This. Бесконтактная зарядка. Non-contact charge, да? Yeah. Ага. Но она пищит, пи. И вот здесь вот видно восклицательный знак. This symbol. Какая-то есть проблема. У ребят нет инструкции. В интернетах инструкцию не скачать, потому что эта штука вообще новая. Вообще общаюсь с этими людьми и понимаю, насколько Китай ушел в будущее. Скутер электрический. Зачем эта тарахтелка-дрыгалка? Вон у него там сзади мотор-колесо. У нас такое вообще не распространено, друзья. Как все мы люди русские, все вы понимаете. В общем, немного стрёмно, что кто-то из местных вот эту пищащую штуку примет за
какое-то диверсантское оборудование. Предлагаю вам присоединиться к нам, провести этот день на узкоколейке Кушаверского торфопредприятия. Сейчас, как я говорил, сентябрь 2023-го. Уже скоро-скоро начнется золотая осень. Ну, еще такие последние теплые деньки, когда можно не утепляться без шапок, без шарфов. И просто прокатиться, получить удовольствие, посмотреть на автодом ребят, настоящих путешественников, которые годами в нем живут. И это не просто там приехал и пошел в отель, это постоянная жизнь в автодоме. Посмотрим, как у них там все устроено, просто пообщаемся с ребятами, а вечером устроим кемпинг и барбекю. Если, конечно же, мы сейчас договоримся, чтобы мы остались на этом месте. Так что вам приятного просмотра. За подписку, комментарии будет огромный лайк. Ну, естественно, всем мира и добра. Добро пожаловать в наше маленькое путешествие. Ну что, Сергей Анатольевич, спасибо вам большое за добро. А для вас, ребят, подскажу. Нам разрешили, в принципе, все, проехать, остаться здесь. Ребята будут ставить большую палатку. А сейчас тушеная говядина, приготовленная на китайских специях. Ребят, вот оно. Посмотрите, это просто прелесть. Запах, аромат великолепнейший. Ну, давайте попробуем. Сама нежность. Просто прекрасно. За это спасибо огромное хозяйке, которая к нам сейчас спиной. Барышня очень деловая, на ней хозяйство, на ней дочурка, семья. Всех надо кормить, обо всех надо позаботиться. Thank you so much. Very beautiful meat. I like it. Thank you very much. Такое у нас маленькое застолье. Откидной лючок с таким раздвижным-выдвижным столиком. Кстати, удобная тема. А чтобы дождик не залил, наверху есть маркиза. Not for home. He's homeless. I don't know. I think he have no home. 等一下，你就喂小鸡给他。这就是那小鸡。 你知道吗？ Вот сейчас нажрется энергетика, а потом будет летать и всех жалить, как злющая тварь. Drunk. Where is the bee? Oh yeah. It's not that. Взяла и все испортила. И еще одна. Вылезай. They like. Еще одна, там еще одна. There is one more. Раз, два, три. It was... Это было хорошее пойло. И ползут они. А? Обед подошел к концу. Вытащили дрезину. Вот этот маленький апгрейд. Наконец-то нормальный лобовик. 你看我这俄罗斯大兄弟这火车，你看我这俄罗斯大兄弟的敞篷火车，我给他的定义是床火车，就上面就是一张床，这张床，哎呀，樱桃妹都不够睡的。看看照片。 Дрезинка уже на рельсиках. Знакомые места. Ребята удивляются, как это так. В одну жалу ее поставить. Но это не проблема для опытного пилота. И как и когда-то тогда поедем туда. Кстати, тепловозик вернулся, я слышал гудок СУшки. Так что мы, можно сказать, в безопасности. Но надо всегда держать ухо востро, мало ли. А вдруг это не СУшка возвращалась, а там какой-нибудь тепловозик маневрировал и дал гудок. Поэтому безопасность прежде всего. У нашего китайского товарища тоже есть канал на ютубе. Канал, ну, больше моего раз... Посчитайте, короче. Я оставлю ссылочку, переходите. Можете подписаться. Путешествую человека по всему миру. Очень интересно. Поэтому вот такая вот рекурсия. Я снимаю его, он снимает нас. Как бы Hi China. Так что переходите, подписывайтесь. Я думаю, вам будет интересно. По крайней мере, вот в такой вот компании с маленькой дочуркой, с красавицей и хозяйственной женой путешествовать. Ладно, бусик мы посмотрим позже. А пока предлагаю двигаться в осень. Благо краски, ребята, просто как с картинки. Ваша кошка-то ваша нет, Нет, она местная. кушает на столе. Cat eat on the stable. Спасибо. Подсказали, что кошка кушает на столе. О,
Nothing to eat. Да, правда, все уже съедено до нее. Nothing to eat. Итак, мы готовы стартовать. Собственно, об этом рассказано и по-китайски. Наша маленькая традиция. Мы включаем геотрекер, друзья. Итак, у нас это застопорено. Делаем это. И... Оу, Лифан Пауэр. Lifan Power. Yeah. But I close the door. Ага, Close the door. ага. With all family, yeah? Yeah. Ага. First we can Oh, small distance yeah, with your distance, family. yes. Come Come back and go, and we okay. go. Ага, I understand. thank you. No problem. Да, вот именно такой I go to уровень. toilet. Ну, пошел человек в туалет, ладно, это мы снимать не будем. В общем, такой вот у нас уровень английского. Все понимают, все со всеми дружат. Мир, дружба, жвачка. В общем, девочка большая поклонница паровозика Томаса. Очень любит, есть и книжки, и игрушки. Да. Поехали такой вот компанией. Котейка там уже что-то поджидает. Ай, привет! Here we go. Of course! 我们现在正在坐在一辆敞篷的小火车上，而且这辆敞篷小火车是由我的兄弟马克思自己发明的。 Человек не нарадуется. А я вот думаю, в Китае там очень много скоростных железных дорог. И мне кажется, такие пути, такие рельсы для людей из такой крупной и развитой страны это просто какой-то заповедник. И на самом деле тем круче. В конце концов, очень часто ребята спрашивали: ой, а это из Советского Союза? А то из Советского Союза? Ну, то есть, как бы, уважение к Союзу есть. И это прикольно. Тем немного печальнее, что как бы, ну, многое профукано. Вот, но многое сохранено, и это прикольно, в том числе само предприятие, сама дорога. Это круто, как бы показать людям действительно глубинку России. Это класс. Это реально класс. Ну где еще они такое увидят? А вот спит. 然后这是速度，这是时速表啊。感觉这个火车有点晃，有点晃，感觉有点Мне всегда очень нравится этот участок железной дороги. Такой переступ колес, такое путевое развитие. Просто класс. Но сейчас главное смотреть повнимательнее за стрелочками. В принципе, я в этой дороге не сомневаюсь. Ну, лучше просто быть повнимательнее. Вот, например, вот эта стрелочка не по маршруту. Сейчас мы ее переделаем. Так, just a moment. Все, стрелочку преодолели. Как же мне нравятся вот эти узкоколейные станции. Немножко человечества прямо в лесу. Красивейший осенний лес, ребят. Просто посмотрите на эти краски. Ах, да. Я же смотрю через очки. Прекрасно.
Сейчас уже будем возвращаться. Показал гриб. Вот посмотрите, вот китаянка. И вот такой лютый гриб-переросток. Что там? Ага. Ага, мухомор. If you eat it, you will see multics. If you stay alive, of course. Ну-ка, что ты поймала? Вот если бы я разбирался в грибах, я бы сказал, я не знаю, что это. I don't know what's this. 妞妞，你开心吗？开心，哈哈，开心，哈哈。开心小孩。妞，开心，哈哈，是不是？你看那小脚翘翘翘。是吧？趴着啊，可以。你想趴着就趴着吧。我要爬着。你要趴着啊。 Очень интересно посмотреть на человека, который как-то по-своему оценивает то, что видит, то, что видим мы, к чему мы привыкли. Сейчас товарищ возьмет. What? Очень хорошо. Oh, that's great. Yeah. Сейчас товарищ возьмет уже профессиональную камеру. И игры для малышей закончатся. А нам надо с вами подзаправить топливо. Look, there is no benzene. Now we make this full. Ребят, просто удовольствие от такой красоты. Рассказ про торфопредприятие, поход по территории. Это все смотрите в первом видео. Вот тут подсказочка будет, палец грязный со всех сторон. Короче, подсказочка будет на этом видео. Посмотрите, если интересно. Здесь мы сейчас просто катаемся и получаем огромное удовольствие и от природы Новгородской области, и от погоды, с которой нам сейчас повезло, и от компании. Все-таки вместе часто веселее. Good nature, good weather. Like a children's story. Really? Yeah, when I was children, this here, maybe from my imagine. Really? Yeah, my dream, my children dream. I And to my understand. daughter. Okay, you can try Some worth. make this. Yes. And And I'm captain, yeah, you're like a China captain, China good captain. cool captain. Yeah. Wow, it's a. Самое классное, что интернета уже нет, и все наши попытки коммуникации ограничиваются только нашим языковым барьером. Ну, естественно, вот этот... И когда другой человек понимает, о чем идет речь. Это очень круто. Подъезжаем к переезду через автомобильную дорогу. Опасное местечко. Дорога большая, туда на Хвойную. Здесь надо быть поаккуратнее. Так-то у нас есть преимущество, но можно не успеть им воспользоваться. Отлично, едем. You know this place? You know this place? I know this place. Ага. Yesterday I traveled this far. I too. I know, I too. Real Russia style. This is the real Russia style. You know. Like this. Of course. Marcus. Be careful. It's a fucking cool. Perfect. Wonderful. Excellent. Thank you. Очень хорошо. Очень хорошо, да. Если память не изменяет, сейчас будет одно из самых красивых мест вообще на этой дороге. Да, вот оно. Look forward.
small bridge. 这是一个桥，哦，没有任何护栏的桥。大家请看，我下面 This is a, 就是 river。 this is not river. This is a canal. People makes it. 应 So 该是曾经挖煤挖矿挖出来的一个沟，然后慢慢变成一个。 красивейшие места. Разъезд используется, отставлены вагоны для торфа. Стандартные ТСВшки. Ждут. Летом торф заготавливают, а возят-то в холодное время года, в котельню. Вот они, труженики зимы. Ага. Ну что, кто сколько вагонов насчитал? Пишите в комментариях. Как она красиво сочетается по цвету с цветом сиденья. Жалко, но мне кажется, она уже отдала Богу душу. 给大家看它的这个仪表盘，这个就是这个仪表盘。 Дрон. Вот благодарите вот этого человека за кадры, которые вы увидите. Wow. Hi, how are you? Все, приземлились. Или предрезинились. Все покошено, красиво. Это мы сейчас у разворотного треугольника. Почти доехали до конца. Вон сколько торфа. О, утки. Я их и не приметил. И вот они, поля здесь разработки. Вон там такой экскаватор с грейферным захватом. Ага. Почти доехали до конца. Очень красиво, когда стрелки в разные стороны. Супер. Вон там караваны торфа. И этого уса раньше не было. Ширятся разработки. Стрела такая торчит из кустов. Еле-еле виден сам краб. Ну и нам до финиша осталось всего ничего. Ага. Okay. So, how was James Papa Hatfield sing? This is the end of the line. Okay, we go together. Very exciting. Все-таки человека хочется проводить. Ну, я думаю, в таких местах заграничные туристы, ну, как бы, ну, когда, если не сейчас, крайне редко. Поэтому на всякий случай пройдемся вместе.
Вот, мало ли что тут. Хотя зверя никакого... Как же красиво. Oh, look, so beautiful. Light, woods, forest. Вау. 兄弟在说他这儿的这个森林啊是有多么的漂亮，多么的好看。哎呀，他是没去过咱们中国的大兴安岭和咱们国家，那他妈得惊讶。 Тут даже не один вагончик, а два. Оставили их так. Вот тут они и стоят. Олдскульные товарищи. Тоже на тележке там что-то. Что-то там новенькое. Тут, видимо, скобу вот эту новую приделали. Хорошо. Так приятно, что все-таки за дорогой смотрят, что это все не разрушается и не тлен и безысходность. Не так много мест, куда возвращаюсь и где стабильно идет жизнь. Это очень приятно наблюдать. Особенно вот где-то в глубине Новгородской области. Так, мельком глянули базу, практически не выходя с дрезинки. Все-таки уже пора возвращаться. Ну, мне кажется, наш китайский товарищ в восторге от увиденного. Потому что это действительно необычные места. И, ребят, я думаю, я в этот раз не буду линию полностью записывать. Батарейка в камере садится, а пауэрбанка что-то с собой нет. По-моему, это отличный повод вернуться сюда и посмотреть, как работает эта замечательная дорога. Ну, например, зимой. Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли приехать зимой. Может попроситься в кабину, а? Ребят, все-таки надо предложить товарищу развернуть дрезинку, тут как раз треугольник разворотный есть. А то едем сейчас все ветра насквозь, а у ребят еще в Европу, в Исландию. Было бы плохо, если они замерзнут. Поэтому надо предложить им изменить направление наше. Сейчас сделаем стрелочки. Оп. Окей, sit down. По старой доброй традиции все стрелки, что мы переводили, переводим обратно. Ага. Тоже классное местечко. В прошлый раз там был рельсоукладчик, целый пояс. Тоже вполне себе живой. Там караван, экскаватор с грейперным захватом. Классно. Can you do it for us? And now I stop. This. Ага. Okay, yeah. Do it for us, please. Oh, yes. One. Ага. Stay here. Как я и говорил, make it two. Ага. Прекрасно. Да, вот так вот даже блогер-миллионник у меня стрелки крутит, друзья. Ну, а я пока сделаю реверс. Very deep of Russia. One Chinaman. Кажется, кто-то просто в шоке от того, где он оказался. Но в приятном удивлении. Оп. Обожаю такие моменты. Как в сказке. Like in fairy tale. Yes. So, you know what we need. Yes. Switch. Yes. Okay. I know, Captain. Thanks. How do you want? More for me. Oh, yes. And make it back. Все стрелки по маршруту. Sit down and go. Good. You're perfect. My work is good. Okay. You're really like a railroad man. Like a Russian man. Okay, yes, Yeah. you did it. So we go.
Бай-бай. Все, поехали. Что-то кричит по-китайски. Старики на месте. Обожаю это место. Какой же красивый мостик и канал, а? Любо-дорого смотреть. Красота. Ага. Duck? You saw duck? Yeah. Yeah. Ага. Yeah. Where is nature? Where is many birds, bears, wolves? There have a wolf I saw wolf. here. Not here. I saw wolf by Alapayskaya railroad, small, by Yekaterinburg. There is in forest. I saw wolf. He saw me. We say, and I said, "Wow, wolf, come to me! Come, wolf!" He said me, "Are you crazy?" And go to the forest. Yeah. That's all. You think the people have a problem? Oh, he don't want problems. You're right. Профессионалы за работой. Посмотрите, как мы камеру интересно закрепили. Тоже как-то так додумался, подсказал. Прилепил. Маэстро сейчас делает последние настройки. Вот она, совместная дружба. Пора. Ух, ё-моё, сколько их там. Охренеть. Такая у нас небольшая покатушка получилась. Наездили мы с вами, надо же, 27 километров. Максималка 43. Ну да, как-то так. Тот самый случай, когда узкоколейка — это не самое интересное. Translate Google рулит, позволяет вот всем поузнавать, каково это жить в Китае. Мама, я She won. в Ютубе. Вот что вы представляете при слове «милота»? У меня теперь такая картинка складывается. Милота для меня вот это. Господи. Молодежь ушла, разбиваем небольшой лагерь. Ну и давайте, я считаю, настало самое время рассказать про вообще устройство быта наших замечательных друзей. Стульчики серенькие мои, колоночка, телефончик мой, столик очень интересный, металлический. Я, честно говоря, такого никогда не видел. Но это ладно. Сзади прицеплен мотохвост.
самый натуральный. Единственное, что неудобно, чтобы залезть в багажничек, надо снимать мототайку. Но, благо, это всего лишь скутер, поэтому никаких проблем нет. Также сзади у ребят люк, тут морозилка, огромный такой карман, вообще от объема тут зашкаливает. Класс. И откидывается вот такой вот столик. Причем столик не простой, а столик выдвижной. Трехсекционный. О, это суп. О, какой запах, ребята. Обалдеть. Ох, вот это отличный повод жениться. Ну, в общем, собственно, такой вот бус, старая Toyota Coaster, переделанный в кемпер, от его салона там мало чего осталось. Вот врезали ребята кемперное окошко классное, поставили корзину от какого-то внедорожника наверх, у них там и запасная покрышка докатка, и большая палатка, и какой-то тент. Ну, в общем, то, что не боится, в принципе, дождя. А еще огромная вот такая вот широченная маркиза. Ну, а почему бы и да? Представляете, сейчас у нас дождь пойдет, маркизу выдвинули, и все отлично. Куча наклеек, всяких спонсоров, друзей. Многих из них мы знаем. Вот, например, Monster, Раде петличка. Я сейчас на нее вам звук пишу. Ой, какие запахи-то шикарные, а! Вот такая у ребят печушечка, инфракрасная, но в отдельном таком вот корпусе. Очень классное решение, вообще суперская штука. Мототайка, как я и говорил, она электрическая. Я сначала не приметил, а вот сейчас заметил. Это сиденье для ребеныша. То есть сюда садится детеныш, сбоку защита есть, упор для ножек. Господи, это так мило. Спереди Toyota выглядит как-то так. Надпись на морде Free Road. Красивый все-таки автомобиль, ребят. Ну, мне кажется, прям красивый. И что интересно, казалось бы, вроде бы автобус, недопривод, а с той стороны Сент-Трак здесь такой вот кенгурятник с шаклами. И причем шаклы используются. Видите, у них следы? Класс. Здесь, правда, сваркой что-то поднасрали, как-то так себе. В антигравии все. Ну, техника для путешествий, не для красоты. Это просто супер. Вот. Sorry, may I come in? Нам сказали, что рановато приходить на осмотр. И тут вот хозяюшка что делает? Господи. Я таких больших креветок никогда не видел. Did you remember I told you my hometown? Ага. Shandong. Ага. This is from Qingdao. О, это... You saw it, Qingdao. Ага. Yeah. Это у них из дома креветочки. Обалдеть. Вот это да. И, кстати, рассказывали, что вот эти вот грибы, они растут в Китае. Not Japan seafood. Не японская еда. I mean this. Ага. Not Japan seafood. Окей. Окей, understand. Ребята рассказывали, что вот эти грибы – это высокогорные грибы из Китая. Они растут на высоте 4-5 тысяч метров, и их очень сложно достать. Их используют, когда хотят, ну, как бы причинить добро гостю. Я в шуточку спросил, не будет ли после них какой-нибудь там трип с мультиками. Сказали, нет, это безопасные грибы. Видимо, у ребят в загажнике есть и опасные. Тонг-Тонг рассказал, что он не просто ютубом занимается. В Китае он ведет свой канал. Причем канал какой-то юмористический с путешествиями. Ну, у него очень такая широкая улыбка. Видно, что он юморист. В хорошем смысле этого слова. И, значит, периодически у него есть коллаборации. Вот в данном случае вот эта вот бутылочка, баночка, это баночка пива. Вот, собственно, вау. Окей. No, thanks, I have all. Вот, кстати, обратите внимание. Future is now. Там пока хозяйка занята, мы внутрь заходить не будем, но тут нарисовывается какой-то прям большой стол. Высокогорные грибы, трупного цвета креветки, какая-то зелень. Я не знаю, что это, но это похоже на мясо. Это какое-то белое. Там еще какие-то огурцы. Что-то тут ребята решили прям конкретно стол затеять. Пока совсем не стемнело, посмотрим бусик с другой стороны. Здесь, значит, куча YouTube канал Free Road. Пожалуйста, подписывайтесь. Странно.
Ладно, YouTube канал, пожалуйста, подписывайтесь. В Инсте есть. А это значит какая-то география путешествий, ребят. Я, честно говоря, слабо понимаю, что вот это все означает. Вряд ли это какие-то географические координаты. Да, это мы еще у них поспрашиваем. Тут мою наклеечку тоже налепили. Прикольно. Ну, а здесь, собственно, часть нашей земли. И мы с ребятами познакомились где-то вот здесь, вот как раз под Петропавловском. Возвращался из Астаны, ехал через Курган, вокруг Челябы и в Москву. У ребят был другой немножечко маршрут через ЕКБ, Пермь, вот они в Москве. Сейчас мы где-то вот здесь, вот в Новгородской области. Они дальше в Питер, из Питера в Эстонию, из Эстонии в Польшу, из Польши в Германию. Ой. И потом они, в общем, собираются вот сюда, в Рейкьявик. Представляете? И это не последняя точка путешествия. Я полагаю, у этого путешествия вообще нет последней точки в принципе, концептуально. В общем, они потом поедут куда-то вот сюда и на свой китайский Новый год к семье. Собственно, Новый год – это семейный праздник не только у нас, но и в Китае. Конечно, интересное решение с боковой лестницей. Такое не часто встретишь, и почему-то всегда казалось, что она будет смотреться инородно и прям сильно выпирать. Но нет, вполне себе. Может быть, это из-за того, что сам по себе автобус гигантский, на фоне привычных нам кемперов. Такой типа китайский пазик. Но смотрится, кстати, вполне себе. Тоже сделано. Оу, здесь она как-то плохо прикручена. Она на магнитах. Ё-моё. Она на магнитах. Обалдеть. Все понятно. Ага. Очень интересное решение. Черт возьми, это же так логично и так правильно, конечно. Ну какие? Конечно, магниты. Ее можно спокойно снять, и никуда она не денется. Просто шикарно. Просто шикарно. Ну и заканчиваем там же, где и начинали. Мотохвост под электроскутер. Ой, уже отсюда чувствую запахи вкусные. О, это пахнет огурцом. Это пахнет огурцом. Посмотрите, как классно. Вот такой традиционный. Оп. Опять же соус, палочки, все как положено. Сколько тут разных соусов, вы посмотрите. Ага. Это соевый, что ли? Сразу видно, человек с сознанием дела. Это какой-то клевый салат. Деревянный это и ножик такой еще разделочный. Не то, что у нас столовый нож, а тут прям как маленький топор. И очень интересно, он какой-то такой перфорированный, с ромбиками. Ну, эстетика, культура. Очень приятно видеть такие моменты проявлений традиций среди молодых ребят. Вот, например, Тонг-Тонгу, ему 30-ник, он на 3 года младше меня. Удивительно на это на все смотреть. Просто удивительно. Вон, ребята достают фонарики. Кругом свет. Красота. Здесь варится варево. Какие-то грибы, которые уже очень давно варятся. Интересно. Мне сказали, что от этих грибов я мультики не посмотрю. Поглядим, поглядим. Так, таможня дала добро. Нам разрешили, значит, пойдем. Вначале надо, естественно, разуться. Ми, привет. И вот мы, в принципе, на территории Китая. Вот тут маленькая малышка. Засмущали. Планировка, в принципе, классическая. Вот здесь вход, стол. Единственное, у меня здесь будет стенка, а у ребят такое вот сиденье. Ага. Вот, так, значит, здесь у них климатическая установка. Прямо над входом панель управления, собственно, всем. Уровень воды, по идее, должно напряжение показывать. Включение света, ну, здесь вон все видно. Свет, это предохранители.
Вот. А вот это уже китайская традиционная такая дощечечка. Я, честно говоря, слабо понимаю, для чего она нужна, но нужна. Обратите внимание, насколько все обжито. Есть какие-то мелочи. Вот здесь, вот тут, вот все вот везде. Все везде. Я думаю, вы меня поняли. Крючочки, вешалочки, шторка тоже такая там с собачками шторка. Помните про видеонаблюдение CCTV? Это здесь. Ну и, пожалуйста, стол, классическая двойная сидушечка, детское кресло, чтобы ляльку перевозить. Очень уютно. Окошко, столик, креслица. Наверху интересное решение. Обычно здесь все сделано из дерева, чтобы было твердое. Но здесь мягкая. И это для того, чтобы малышка не ушибла голову, когда будет здесь ходить, гулять или перемещаться. Очень удобно, что молния, она не откроется на какой-то гравийке, когда какая-то тряска. Как бы нет проблем. Молнию только когда сам захотел, тогда я открыл. Кстати, значки какие милые. Там и зайчики, и мышки. Красотенюшка. Ну и как положено в классической кемперской компоновке, прямо у двери кухонька. Большая раковина, большой кран, причем кран такой многофункциональный. Ну, как бы, знаете, у меня такое немножечко ощущение сложилось, что ребята просто из какого-то будущего приехали, потому что столько всяких каких-то ништяков, каких-то штучек, каких-то мелочушечек. Вон там розеточка встроенная здесь вот. Оп. И все это, и водичка подогреется. И для ляльки тут эту можно тоже сделать. И какие-то штуки. Опять же, окошко, насколько оно здесь в тему, чтобы при готовке все запахи уходили туда. Красота. Что дальше? Наверху верхняя полочка кухонная. Это настоящее дерево. И, собственно, сделано в таком достаточно минималистичном стиле. И мне нравится, что здесь нет каких-то лютых наворотов. Здесь все, в принципе, просто и все понятно. Какая подушечка интересная. Ну, здесь под кухонькой, естественно, какой-то кухонный блок, какие-то всякие штучки. А вот, это холодильник, ребята. Это холодос. Я так понял, на элементах пельтье, но дизайн вообще отвал башки. Прямо напротив холодильника, чтобы далеко не бежать, вот такая вот маленькая душевая. У нее отдельная вытяжка есть. Вот он, душик мы видим. Раковина. Очень уютно. Что интересно и очень круто, это плитка. Вот это вообще обалдеть. Здесь, кстати, ламинат у ребят, а вот это плитка. Класс. Туалет обычный такой традиционный биотуалет кубик. И, круглое окошко, господи, как это мило. Я у них часто умиляюсь, пожалуйста, не обращайте внимания, это очень, очень круто и очень мило. Вот. Кухонька подходит к концу. Вот это все это на магнитах. Оп, оп, это на магнитах. Оп, оп. Не знаю, насколько это применимо к нашим конкретно дорогам, но, в принципе, идея на самом деле крутая. Всякие какие-то здесь эти штучки. Сейчас выйдем к столу, я покажу, что там, сколько там всяких специй они достали. То есть это не стереотип, реально куча специй. Какие-то вот эти вот рыбки, штучки. Ну и святая святых. Let's run away. Господи, ну как этому можно не умиляться, ребят. Тоже, кстати, да, вот прям один в один, как у меня, такой же люк прямо над кроватью, чтобы был свежий воздух. Гусь, обнимусь, куда же без него. Господи, как это мило. Ладно, извиняюсь за эмоции. Такие же верхние полочки мягкие, а здесь уже более твердое. Видим там детские игрушечки, всякие азбуки, китайская грамота в прямом смысле. И опять же такие же деревяшки там стоят. Очень классно, очень уютно. Шторы. Супер. Представляете, как классно было бы где-нибудь вот в хорошую погоду на юге все вот это вот распахнуть и вот так вот ночевать с красивыми видами во все стороны. По-моему, очень круто. Ну, а здесь, опять же, огромное пространство хранения под кроватью. В принципе, я стою, мне кровать, ну вот, собственно, по экватор.
по экватор. В принципе, у себя буду делать похожий размер, сейчас выше, но буду делать ниже, под 2 баллона композитных 33 литра. Какие-нибудь там по высоте, такая же будет и кровать. Мне очень нравится, когда высокая кровать. Это хорошо даже с точки зрения тепла, потому что теплый воздух, как вы знаете, он все-таки идет вверх, холодный вниз, и зимой будет спать теплее. А ребята эти путешествуют круглый год, и зимой, и летом. И вот от момента съемки завтра они поедут в Питер, в Европу, а потом в Исландию. Что это? А, всякие зверятки. Ага. Собачка, чтобы не упала. Вот. Хотя интересно, девочка играет в грузовички. Ну, собственно, почему бы и нет. И очень удобно, когда большой бус, что можно здесь разуться и обувь оставить и ходить уже в носочках по чистому полу. Вот такой вот, ребят, кемпер внутри. Очень уютно, очень импонирует, что все обжито. Какие-то шторки, какие-то крючочки, какие-то штучки. Все-таки вот не бездушно. Правда? Ми. Ага, вот на ласточке показывает. Вот такая вот красота. Ну ладно, хватит дивиться. Предлагаю к столу. Музыкальная лампа. Грибной суп. Ага, thank you. Thanks. Собственно, попробуем грибочек. 让马克思尝尝我。 Oh, good. Really good. Thank you. Perfect soup. Only salt. Суп вкуснейший. Только грибы, вода и соль. Все. Никаких больше специй. Какая красота. Подсъемки, постановка света, красивая музыка, красивая еда. Ну-ка попробуем следующий. Какой странный сморчок. Просто прекрасно, ребят. Вот все говорите, блогеры, заводы стоят одни. Блогера в стране, и не только в нашей. А ведь это же постоянная работа. Человек с камерой практически не расстается. Чувствую себя на его фоне каким-то лентяем на самом деле. Казалось бы, званый ужин, вкусный суп грибной. Офигенный, кстати, суп, ребят, просто шик. Вот надо все отметить, все отснять, красиво поставить кадр, постановка света. Итак, ребят, заметил интересное отличие в культуре поедания супов. У нас разогрели, а здесь постоянно на огне. Вот. Собственно, это называется hot-pot, как постоянно горячий. Но это еще не все. Значит, я удивился, зачем здесь мясо, зачем здесь грибы, листья салата, еще что-то нарезано, куча всего. Я не понимал, что это такое. Мы будем жрать сырое мясо? Сейчас мы поедаем супчик в пиалочках. То, что здесь остается, добрая хозяйка только начинает. Just a moment. I use Chinese language. Okay. I use Chinese language introduce this hot pot. Ага, окей. For your video. Окей. And yeah. Please. 这是云南的野生菌火锅。野生菌火锅是什么样的呢？野生菌，我们把这个野生菌煮熟之后，先去喝这个汤，把这个新鲜的汤喝完，我们再开始涮其他的食材。这是在云南的一个特色的火锅。From Yunnan province. This hot pot belong to Yunnan special food. Yeah. And Yunnan have many mushroom. Yeah. Yunnan people like first eat mushroom. And after hot pot another food. So I understand this. Собственно, вот и интересно, что сначала, казалось бы, супчику пригубили, съели вот эти вот интересные грибы, а грибы, как я говорил, очень интересные и необычные. Потом добавили еще воды, и готовка продолжается. То есть это как одно блюдо постепенно перетекает в другое. Ребят, очень интересно, очень удивительно. Значит, вот это вот все, оно пойдет дальше. То есть и готовим, и едим. Потрясающе. Ребята, я понимаю, что кадры, скорее всего, сейчас зерно будет, потому что уже темновато.
И говорю я с набитым ртом, как неприличный человек. В общем, сделали они интересный соус из какого-то кунжутового семечка. 辣酱要不要？ И засыпают туда зелень. И потом туда еще и следующее что-то. Это очень интересно. Сейчас надо заканчивать супец и двигаться дальше. То есть вот эта вот горячая тема, это целая культура какая-то. Это не просто так сели пожрать. Это все гораздо глубже и интереснее. Кстати, слух о том, что в Китае, когда тебе нравится то, что ты кушаешь и хочешь проявить уважение к хозяевам, надо делать... Это неправда. Это все лишь слух. Ребята знатно посмеялись, когда я их об этом спросил. Налил я себе этого соуса, потом какой-то лук с чем-то еще. Вот эта вот непонятная штучка, мы ее немножко капнем. Ага. И что самое интересное, вот это вот. Представляете, даже китайцы говорят, что это жесть. Who is this man? It's a father. Father of this? Yeah. Если мне станет плохо, винить вот этого человека. Ну, попробуем. Be careful. I'm your friend. Окей, small. Spicy. Small. Ну, давайте попробуем. Что это такое? You know what's mean? 特辣王 Super Spicy King. Super spicy king. Супер Спейси Кинг. То есть вы понимаете, уровень, это должна быть жесть. Прощайте. Hard. Real hard. Yes, drink a beer. Look like... оно, короче, значит, как будто капнули... как будто капнули напалмом на язык, и он растекается. It looked like one couple on napalm on my... Yeah. Yes. Очень интересная штука, ребят. Короче, вот этот мужик, Супер Кинг, Real Супер Кинг. Все это дело замешали. Интересный соус. Берем кусок сырого мяса и на 20 секунд туда. Собственно, поэтому ребята едят палочками. С вилкой такое проделать проблематично. По крайней мере, найти кусок, если он свалится с вилки. Собственно, берем, так, и окунаем в это дело. 你来尝这个肉感、口感怎么样？ Потом аккуратненько. Ага. Good? 那行。 Or you can just put inside. Outside. О, 那是黄瓜。 это уже совсем другая штука. И все это дело макаем в соус. Вот тут маленькая. Ага. 真的不错呀。The beef. Очень вкусно. Очень вкусно. Это говядина. Ребята, вообще класс. Традиционная китайская кухня. Просто рулет. 我真的很想看他夜晚拿这个。 Да, согласен, странный выпуск. После такой еды на ваши дизлайки, комментарии, что-то нам показываешь за херню. Я не обижусь, ребят. Это очень вкусно. И остренько. Мужик знает свое дело. Вот сейчас мы тут мясо туда макаем. Все это пробуем. А ведь там уже заправка. Там уже... 怎么了？ И вот эти вот ребята плавают. 没人动啊。 Какие креветочки, посмотрите, огромные. Вот она. Иди сюда. О, какие здоровые креветки. В общем, сейчас мы это все едим. Потом остается бульон. Этот бульон надо будет выпить. То есть тут целая история, ребят. Тут реально целая история. Все очень непросто, но очень вкусно и очень классно. Интересно, что будет дальше. Самый прикол, когда мяско улетает, и его надо тут найти. Благо, есть маленький половничек. А сейчас тут пошел листик салата. Так, продолжение банкета. Ага. Очень интересно. Вот. По словам хозяюшки,
Хот-поты готовятся далеко не каждый день. Это блюдо по особому случаю. И даже в каком-то ресторане, они во всех ресторанах это готовят, это может стоить очень больших денег. Так что, ребят, нам сегодня оказывают огромную честь вот такой вот вкуснятиной. Ну и как же без рисовой лапши? Она из риса и муки. Штука такая интересная, похожа на селитер и вообще не жуется никак. Но при этом все как-то очень вкусно. Я у ребят спрашиваю, а это нормально, что мы длительное время едим и не наедаемся? Оказывается, да, в этом вся и задумка, чтобы кушать и не наедаться, потому что здесь в основном белковая пища, вот, без углеводов. Ну, из углеводов только, собственно, лапша. И это, как я понимаю, чисто в культурной теме сделано, чтобы за одним столом собраться, питаться. Очень интересно. У нас застолья немножечко другие. Но все же вы знаете, как собраться за стол, наесться от пуза, все валяются, животы кверху. О-о-о. В Китае с этим по-другому дела обстоят. Ребят, вечер подходит к концу. Заканчивается похлебка. Похлебка грибная. Там лапша, там овощи, там мясо, говядина. И это все варилось очень долго, тушилось. Короче, я доедал сколько мог. Вот просто не лезет, уже в горле стоит. Это настолько вкусно. Просто вот I'm full, я полон. Вот реально, я полон. И вроде уже доели, но вечер еще не закончен. Что же мы делаем? Угадайте, вскипятили чайник, разбавляем прохладной водой. На улице холодно, мы все одеты тепло. Кто-то сейчас будет мыть голову. Ну что поделать, иногда такое бывает. И на фоне красивая китайская музыка. Доброе утро, ребят. Ну вот, настала пора прощаться. Мне необходимо ехать в Москву, ребятам через Питер дальше путешествовать по миру. Сейчас будет маленький добрый завтрак, ребята сделают вкусные сэндвичи. И, к сожалению, все хорошее иногда заканчивается, и настала пора прощаться. Окей. You are good cooker? I'm chief. I'm chief. Really, chief? Yes, really chief. Oh, I see. That's great. And this is oil? Oil, yeah. Ага. Ребят, интересное отличие. Такая вот штучка для масла и прям не то, что у нас. Я не к тому, что хорошо-плохо, просто интересно. Продолжение банкета. Говядина с жирком. И прям на таком, как мини-казан. Чем-то напоминает скоттл. Ну, такой гриль на ножках. Прикольная штучка. Ну, если сам шеф работает, тут, я думаю, комментарии излишни. Alright, guys. Now I go away. Thank you. Thanks for all. Maybe someone they say what good. Okay. Now you my bro. Yeah, You I'm a bro. my bro. You too. Of course. Sorry, I can't wash my face. No problem. I understand. If you will be in Russia, Contact you. contact to me. Yeah. Of course. Thanks for you. Thanks for dinner. You're beautiful. You're wonderful. Thank you. Thank you. Мими. 樱桃妹，您好。А, 要走了。 Ми, какая прелесть. Так и вывод-то какой изо всей серии? Ребят, мир, дружба, жвачка и любовь. Всем пока, спасибо за внимание.